Всем привет, я Наталья, а это мой канал о вязании. Сегодня свяжем вместе вот такую сумку шопер из джута. Вяжу я эту сумку трехниточным джутом толщиной 2 мм. У меня это джут халва размер М. Также для вязания сумки понадобится крючок номер 5, маркер, ножницы. В описании под видео добавлю ссылку и промокод на скидку. По ссылке вы сможете приобрести все необходимые материалы для вязания такой сумки. Сумка вяжется несложно. У сумки квадратное дно 18 на 18 сантиметров, высота стеночек 30 сантиметров и длина ручек 45 сантиметров. Начнем вязать. Вязать сумку начнем со скользящей петли. Кладем короткий хвостик нити на ладонь. Оборачиваем нить вокруг двух пальцев, делаем вот такую петлю. Заводим крючок под нижнюю нить, подхватываем верхнюю, вытягиваем. Снова подхватываем рабочую нить и провязываем петлю. Снимаем кольцо с пальцев. И сейчас в это кольцо нам нужно связать 16 столбиков с одним накидом. Вместо воздушных петель подъема вяжем подъемный столбик. Заводим крючок в кольцо, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли на крючке и еще вяжем одну воздушную петлю. Сделали вот такой подъемный столбик, считаем его как первый столбик с одним накидом. Еще нужно связать 15 столбиков с одним накидом. Всего должно получиться 16. Накид на крючок, крючок в кольцо, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли и еще 2 петли. И продолжаем вязать. Всего в кольцо должно быть связано 16 столбиков с одним накидом. Связали 16 столбиков с одним накидом в кольцо. Берем за короткий хвостик нити и затягиваем колечко потуже. В третью петлю, первая, вторая, третья, делаем соединение ряда. С изнаночной стороны на лицевую в эту петлю заводим крючок, одеваем снятую петлю на крючок и вытягиваем на изнаночную сторону. И сейчас нам нужно эту петлю удлинить. Вытягиваем ее чуть длиннее. Вытянули. И вяжем подъемный столбик в следующем ряду. Придерживаем петлю на крючке, оборачиваем вот так ниточку вокруг крючка и в ту же петельку, в которую делали соединение, заводим крючок. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем на лицевую сторону. 3 петли на крючке. Провязываем 2 петли и оставшиеся 2 петли. Сделали подъемный столбик, считаем его как самый первый столбик с одним накидом в этом ряду. Дальше вяжем воздушную петлю. И в это же основание вяжем еще один столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаем одну петлю и в следующую петлю вяжем один столбик с одним накидом. Накид на крючок
и вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Пропускаем одну петлю и в следующую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом, чередуем их с воздушными петлями. Первый столбик с одним накидом, воздушная петля. В это же основание второй столбик с одним накидом, воздушная петля. В это же основание третий столбик с одним накидом, воздушная петля. Пропускаем одну петлю, в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля. Пропускаем одну петлю и в следующую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом и чередуем их с воздушными петлями. Первый столбик с накидом, воздушная петля. Второй столбик с накидом, воздушная петля. И в это же основание третий столбик с накидом, воздушная петля. Пропускаем одну петлю, в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом, и воздушная петля. Пропускаем одну петлю, в следующую петлю повторяем вот этот элемент из 3 столбиков с одним накидом и чередуем их с воздушными петлями. Первый столбик с накидом, воздушная петля. В это же основание второй столбик с накидом и воздушная петля. И в это же основание третий столбик с накидом, воздушная петля. Пропускаем одну петлю и в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом, и воздушная петля. И у нас, смотрите, в начале ряда мы связали 2 столбика с одним накидом, между ними воздушная петля. Во всех остальных углах по 3 столбика. Вот в это же основание, в которое связано 2 столбика, нам нужно довязать третий столбик с одним накидом. Накид на крючок и вяжем сюда третий, довязываем точнее третий столбик с одним накидом. После этого столбика воздушную петлю мы не делаем. Вместо воздушной петли мы сделаем соединение, и петля, получившаяся при соединении, будет считаться воздушной петлей. Находим самую первую петлю в ряду, это вершинка первого столбика, вершина подъемного столбика, с изнаночной стороны на лицевую заводим в эту вершинку крючок. Одеваем снятую петлю на крючок и вытягиваем на изнаночную сторону. Вот такой элемент у нас получился. Вот петля, которая получилась при соединении. Эта петля будет заменять воздушную петлю после столбика с одним накидом. Итак, смотрим, что сейчас получается. Мы связали в кольцо 16 столбиков с одним накидом.
И в ряду, который только что закончили вязать, сформировали углы квадрата. В каждом углу у нас по 3 столбика с одним накидом и между ними воздушные петли. На центральные столбики в каждом углу вешаем маркеры. Вот центральный столбик. Над столбиком петля. Отмечаем эту петлю маркером. В следующем углу также центральный столбик, над столбиком петля. Отмечаем эту петлю маркером. И в следующем углу точно так же отмечаем петлю над центральным столбиком маркером. В эти петли в следующем ряду мы будем делать прибавки. В начале ряда отмечать не будем, мы всегда начинаем с центрального столбика. После того, как сделали соединение, удлиняем петельку на крючке, делаем ее чуть длиннее. И начинаем вязать следующий ряд. Придерживаем петлю на крючке и оборачиваем ее вот таким образом вокруг крючка. Заводим крючок в петлю, в которую только что сделали соединение ряда. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем на лицевую сторону. 3 петли на крючке. Не забываем придерживать пальцем петлю. Провязываем 2 петли и оставшиеся 2 петли. Связали самый первый столбик в ряду. Дальше делаем воздушную петлю. И в то же основание вяжем еще один столбик с накидом. И делаем воздушную петлю. Третий столбик в этой прибавке, в этом углу, мы довяжем в конце ряда. Дальше нам нужно связать лицевой рельефный столбик с одним накидом. Накид на крючок. Находим столбик с накидом предыдущего ряда. Это получается третий столбик из прибавки. Вот таким образом за него заводим крючок. Подхватываем рабочую нить, протягиваем ее, вытягиваем петлю. Провязываем 2 петли на крючке и еще 2 петли на крючке. Связали лицевой рельефный столбик с одним накидом, делаем воздушную петлю. Дальше повторяем такие же лицевые рельефные столбики. У нас в следующем ряду остается еще 2 столбика с одним накидом. Вот один и вот второй. За эти столбики вяжем лицевые рельефные столбики с одним накидом. Накид на крючок, обхватываем столбик, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли на крючке и еще 2 петли. Вяжем воздушную петлю. За следующий столбик также вяжем лицевой рельефный столбик с одним накидом. Дальше буду называть его просто рельефным столбиком для удобства. Связали и вяжем воздушную петлю. Итак, у нас начало ряда 2 столбика с одним накидом, между ними воздушные петли. Дальше идут 3 лицевых рельефных столбика с одним накидом. И в петлю, которая отмечена маркером, вяжем вот такой же элемент, который вязали в предыдущем ряду. Столбик с одним накидом, воздушная петля, в это же основание второй столбик с накидом, воздушная петля и третий столбик с накидом. Воздушная петля. Снова сформировали угол. Петлю над центральным столбиком отмечаем маркером. Дальше по этой стороне нам нужно связать 3 рельефных столбика. Напротив этого столбика
этого и вот этого. 3 рельефных столбика, так же, как и на этой стороне. Накид на крючок, захватываем столбик с накидом предыдущего ряда, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли и 2 петли. После рельефного столбика вяжем воздушную петлю. И дальше повторяем за этот столбик и вот за этот столбик. Воздушная петля. Рельефный столбик и воздушная петля. Итак, смотрим. На этой стороне у нас также 3 рельефных столбика, так же, как и здесь. В петлю под маркером снова вяжем прибавку. Столбик с одним накидом, воздушная петля, в это же основание столбик с одним накидом, второй, воздушная петля, сюда же третий столбик с накидом, воздушная петля. Отмечаем маркером петлю над центральным столбиком в прибавке. И повторяем еще одну сторону. Здесь у нас в предыдущем ряду также 3 столбика с одним накидом. Над каждым из этих 3 столбиков вяжем рельефный столбик. Между ними воздушные петли. Первый рельефный столбик, воздушная петля. Над следующим столбиком второй рельефный столбик, воздушная петля. И над следующим, над третьим рельефным столбиком рельефный столбик, воздушная петля. Дошли до следующего угла и делаем прибавку. Столбик с одним накидом, воздушная петля, второй столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же третий столбик с одним накидом, воздушная петля. Центральный столбик, петлю над центральным столбиком отмечаем маркером. Вот в эти петли в следующем ряду мы будем вязать прибавку. Вот этот элемент. И по этой стороне у нас также 3 столбика в предыдущем ряду. Над каждым столбиком вяжем по одному рельефному столбику. Между ними воздушные петли. Над первым вяжем рельефный столбик, воздушная петля. Над вторым столбиком вяжем рельефный столбик, воздушная петля. И над третьим столбиком вяжем рельефный столбик, воздушная петля. И нам нужно в начале ряда довязать еще один столбик с накидом в элемент с прибавкой. В то же основание, откуда связаны 2 столбика, довязываем третий. Связали, и воздушную петлю после этого столбика мы не вяжем. Сейчас сделаем соединение, и петлю, получившуюся при соединении, будем считать воздушной петлей. Вытягиваем петлю на крючке, находим вершину самого первого столбика,
с изнаночной стороны на лицевую в эту вершину нам нужно завести крючок, одеваем снятую петлю на крючок и вытягиваем на изнаночную сторону. Сделали соединение. Вот получилась вот такая перемычка. Эта перемычка считается воздушной петлей после последнего провязанного столбика. Завершили вязание этого ряда и переходим к вязанию следующего. Вытягиваем петлю, которая выходит на изнаночную сторону, подлиннее. Придерживаем эту петлю на крючке, оборачиваем ниточку вокруг крючка, заводим крючок в ту же петлю, в которую только что сделали соединение. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем на лицевую сторону. Провязываем 2 петли на крючке и оставшиеся 2 петли. Связали первый столбик в ряду, вяжем воздушную петлю. И в это же основание вяжем еще один столбик с накидом. И воздушная петля. И дальше мы будем повторять предыдущий ряд. В каждый угол, в каждую петлю, отмеченную маркером, нам нужно будет связать элемент с прибавкой. То есть у нас в одну петлю, в одно основание вяжутся 3 столбика с одним накидом. Между этими столбиками воздушные петли. Так вяжем в каждый угол. Все остальные столбики мы вяжем лицевым рельефным столбиком с одним накидом. То есть в предыдущем ряду мы вязали на каждой стороне по 3 столбика. В этом ряду количество у нас увеличилось. С каждой стороны от маркера добавилось по одному столбику. Здесь один, здесь один, здесь один, здесь. И так на каждой стороне. То есть в предыдущем ряду мы вязали 3, в этом ряду нам нужно будет связать на каждой из сторон по 5 рельефных столбика с одним накидом. И чередуем мы эти столбики с воздушными петлями. Итак, напротив самого первого столбика предыдущего ряда вяжем рельефный столбик, воздушная петля, дальше следующий рельефный столбик, и воздушная петля, следующий рельефный столбик, воздушная петля, следующий рельефный столбик, воздушная петля и последний рельефный столбик, воздушная петля. Итак, 5 рельефных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идет петля, отмеченная маркером. В нее делаем прибавку. Столбик с одним накидом, воздушная петля, второй столбик с одним накидом, воздушная петля, третий столбик с одним накидом, воздушная петля, петлю над центральным столбиком отмечаем маркером.
в эту петлю в следующем ряду нужно будет сделать такую же прибавку. И дальше по этой стороне у нас снова идут 5 столбиков, над которыми нужно связать по одному рельефному столбику. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше будет снова прибавка в петлю под маркером и снова 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Также над ними вяжем рельефные столбики. И все это повторяем до конца ряда. В петли под маркером вяжем прибавки, над остальными столбиками вяжем лицевые рельефные столбики с одним накидом. Между столбиками воздушные петли. Вяжем так до конца. Довязываем до конца этот ряд. У меня последний рельефный столбик. Воздушная петля. И довязываем третий столбик с накидом в прибавку, которую начали вязать в начале ряда. В то же основание вяжем третий столбик с одним накидом. Воздушную петлю не вяжем. Делаем сразу соединение в вершину самого первого столбика. Заводим под петельку крючок. Одеваем снятую петлю на крючок и выводим на изнаночную сторону. Снова получилась вот такая перемычка. Эта перемычка будет считаться у нас воздушной петлей. И дальше все последующие ряды вяжутся точно так же, как мы с вами связали два предыдущих ряда. Над центральными столбиками в прибавке делается прибавка. Повторяется элемент, который вязали вот здесь. 3 столбика с одним накидом, между ними воздушные петли. Такие прибавки делаются в каждом углу. И напротив каждого уже рельефного столбика предыдущего ряда вяжем лицевой рельефный столбик с одним накидом. В каждом ряду количество этих столбиков увеличивается по одному столбику с каждой стороны от маркера. Здесь и здесь, здесь, здесь. И так по одному с каждой стороны от маркеров. У нас было 3 рельефных столбика сначала, затем 5 рельефных столбиков, дальше 7 рельефных столбиков на каждой стороне. И таким образом на каждой стороне прибавляется по 2 столбика дополнительно. Дальше продолжаем вязать. Нам нужен квадрат, квадратное донышко, стороны которого будут равны 18 сантиметрам. Продолжаем вязать, повторяем все предыдущие ряды. Итак, я довязала до конца свое донышко. Сейчас делаю соединение ряда.
Стороны моего квадратного донышка, каждая из сторон равна сейчас 18 сантиметрам. При моей плотности вязания получается всего на донышке 7 рядов с прибавками. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой ряд с прибавками. Вот так сейчас выглядит донышко с лицевой стороны, и вот так оно выглядит с изнаночной стороны. Хвостик нити, который в начале расположен, я спрячу после того, как свяжу всю сумку. И мы переходим к вязанию стенок сумки. Стенки сумки вяжутся лицевыми рельефными столбиками с одним накидом. И чередуются эти столбики с воздушными петлями. То есть больше никаких прибавок мы делать не будем. Вот в этой части, в углу квадратного донышка, прибавку мы больше не делаем. Мы просто будем провязывать над каждым столбиком по одному лицевому рельефному столбику с одним накидом. Над каждым столбиком предыдущего ряда будем вязать лицевой рельефный столбик с одним накидом. Над каждой воздушной петлей будем вязать воздушную петлю. Сделали соединение и начинаем вязать первый ряд стенок сумки. Вытягиваем немножко петлю, делаем ее длиннее, придерживаем петлю пальцем на крючке и оборачиваем ниточку вокруг крючка. Затем заводим крючок за центральный столбик предыдущего ряда. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Снова подхватываем рабочую нить, провязываем сначала 2 петли на крючке и затем оставшиеся 2 петли. Сделали самый первый столбик в этом ряду. Дальше вяжем воздушную петлю и за следующий столбик вяжем лицевой рельефный столбик. Дальше вяжем воздушную петлю. Дальше у нас идет следующий столбик. За него снова вяжем рельефный столбик. Дальше идет воздушная петля. Над ней вяжем воздушную петлю. Снова идет столбик предыдущего ряда. Вяжем над ним рельефный столбик. Дальше идет воздушная петля, над ней вяжем воздушную петлю. Снова идет рельефный столбик, вяжем над ним рельефный столбик. Дальше идет воздушная петля, вяжем над ней воздушную петлю. И таким образом двигаемся вот до этого угла. Довязали до угла. Здесь у нас 3 столбика с одним накидом, между ними воздушные петли. За каждый из этих столбиков провязываем по одному лицевому рельефному столбику. Снимаем маркер, он нам больше не понадобится. Вяжем рельефный столбик. Над воздушной петлей воздушная петля. Дальше за центральный столбик также вяжем рельефный столбик. Над воздушной петлей вяжем воздушную петлю. За третий столбик вяжем рельефный столбик. Над воздушной петлей вяжем воздушную петлю. И дальше продолжаем вязать так же, как вязали вот по этой стороне. Над каждым
Столбиком предыдущего ряда вяжем рельефный столбик, над каждой воздушной петлей вяжем воздушную петлю. Доходим до этого угла. Здесь также по одному рельефному столбику над каждым столбиком. Маркеры с углов снимаем, они нам больше не понадобятся. Двигаемся так по всем сторонам квадрата и доходим до начала вязания. Довязали ряд до конца и делаем соединение в вершинку самого первого рельефного столбика в ряду. Сделали соединение, и всего в ряду должно получиться 64 рельефных столбика и 64 воздушные петли. Последняя воздушная петля – это вот это соединение, которое мы только что с вами сделали. И дальше все ряды стенок вяжутся точно так же. Делаем подъемный столбик. Над каждым столбиком предыдущего ряда вяжем рельефный столбик, над каждой воздушной петлей воздушную петлю. Снова над столбиком предыдущего ряда рельефный столбик, над воздушной петлей воздушную петлю. И таким образом мы поднимаем стенки сумки на необходимую высоту. Нам нужно связать стенки сумки на высоту 28 сантиметров. Вяжем стенки, чередуя между собой рельефные столбики и воздушные петли. Вяжем стенки на высоту 28 сантиметров. Итак, довязываем до конца стенки сумочки. Всего мы связали 28 сантиметров. Делаем соединение в вершину самого первого столбика. Сделали соединение и начинаем вязать следующий ряд. Вытягиваем петлю на крючке, делаем первый подъемный столбик, дальше вяжем воздушную петлю, дальше вяжем рельефный столбик напротив рельефного столбика предыдущего ряда. И дальше нам нужно связать 13 столбиков без накида. Столбики без накида мы будем вязать напротив рельефных столбиков. Воздушные петли мы пропускаем. Находим воздушную петлю, не вяжем здесь. Находим рельефный столбик предыдущего ряда, заводим крючок в вершинку этого столбика и вяжем столбик без накида. Связали, находим следующий рельефный столбик и вяжем в его вершину столбик без накида.
второй. Дальше третий рельефный столбик. В его вершинку вяжем столбик без накида. Первый, второй, 3 сейчас у нас связаны. Дальше находим следующий. И в его вершину вяжем столбик без накида. Всего так нужно связать 13 столбиков без накида. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и последний 13 столбик без накида. Находим следующий столбик предыдущего ряда и вяжем рельефный столбик, накид на крючок. Вот так заводим крючок, так же как вязали. Вяжем рельефный столбик. Дальше воздушная петля. Следующий рельефный столбик. Над ним вяжем рельефный столбик. Над воздушной петлей воздушная петля. Дальше снова рельефный столбик. Над воздушной петлей воздушная петля. Итак, мы после столбика без накида сейчас связали первый, второй, третий рельефный столбик и между ними воздушные петли. Всего нам так нужно связать 19 рельефных столбиков. После последнего 19 столбика мы не делаем воздушную петлю. Нам нужно будет снова вязать столбики без накида. Итак, рельефный столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Всего должно быть 19 рельефных столбиков. 3 связали. Четвертый. Воздушная петля. Пятый. Воздушная петля. Шестой. Воздушная петля. Седьмой. Воздушная петля. Восьмой. Воздушная петля. Девятый. Воздушная петля. Десятый. Воздушная петля. 11 воздушная петля, 12 воздушная петля, 13 воздушная петля, 14 воздушная петля, 15 воздушная петля, 16 воздушная петля, 17 воздушная петля,
18, воздушная петля и 19 рельефный столбик. После него воздушную петлю не вяжем. Дальше, так же как и вязали вот на этой стороне, на противоположной, нам нужно связать 13 столбиков без накида. Вяжем столбики мы над рельефными столбиками предыдущего ряда. В их вершинку воздушные петли пропускаем. Находим следующий столбик, его вершину вяжем столбик без накида. Первый. Над следующим второй, над следующим третий, над следующим четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, и последний 13 столбик без накида. Связали. И дальше до начала ряда нам нужно повторить тот же узор, которым мы вязали основное полотно сумки, то есть рельефный столбик и воздушная петля. Начинаем со следующего столбика, вяжем рельефный столбик, и воздушная петля. Снова рельефный столбик и над воздушной петлей воздушная петля. Так нам нужно связать всего 17 рельефных столбика. И доходим до первого подъемного столбика. Третий, воздушная петля. Четвертый, воздушная петля. Пятый, воздушная петля. Шестой, воздушная петля. Седьмой, воздушная петля. Восьмой, воздушная петля. Девятый, воздушная петля. 10, воздушная петля. 11, воздушная петля. 12, воздушная петля. 13, воздушная петля. 14, воздушная петля. 15, воздушная петля.
16, воздушная петля и 17. И воздушную петлю не делаем. Соединение у нас заменяет воздушную петлю после последнего провязанного рельефного столбика. Делаем соединение в вершину самого первого столбика. Делаем соединение и завершаем вязание этого ряда. Очень тугую петлю я просто сделала здесь. Все. Сделали соединение и завершили этот ряд. Начинаем вязать следующий ряд. В этом ряду мы сформируем ручки для сумки. Вяжем подъемный столбик. Делаем воздушную петлю. Дальше над рельефным столбиком предыдущего ряда вяжем рельефный столбик. И в предыдущем ряду мы провязывали здесь 13 столбиков без накида. Над этими 13 столбиками мы сформируем ручку. Ручку я буду делать, набирая воздушные петли. Набираем 60 воздушных петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая и так далее 60 воздушных петель. Набрали 60 воздушных петель. Пропускаем 13 столбиков без накида и находим самый первый рельефный столбик, который вязали в предыдущем ряду после этих столбиков. И вяжем за него рельефный столбик. Накид. Заводим крючок за столбик и провязываем рельефный столбик. Дальше делаем воздушную петлю. И следующие рельефные столбики мы провязываем, точнее следующие петли мы провязываем так же, как вязали все полотно сумки. Рельефный столбик, воздушная петля. Вяжем так до следующих 13 столбиков без накида. То есть сформировали ручку и дальше вяжем полотно так, как вязали его до этого. Рельефный столбик. И воздушная петля. Довязываем так до следующих 13 столбиков без накида. Над ними снова сформируем ручку. Провязываем последний рельефный столбик перед столбиками без накида. И снова набираем 60 воздушных петель для следующей ручки.
Набрали 60 воздушных петель. Пропускаем 13 столбиков без накида, находим после них самый первый рельефный столбик и вяжем за него рельефный столбик. Воздушная петля. И дальше по узору, так как мы вязали рельефный столбик, воздушная петля, вяжем до начала ряда. Довязываем до конца этот ряд. Как я уже сказала, вяжем по узору, рельефный столбик, воздушная петля. Доходим до конца ряда и делаем соединение в вершину самого первого столбика. Сделали соединение и начинаем вязать следующий ряд. Петлю не удлиняем, снимаем крючок с петли, заводим крючок с лицевой стороны на изнаночную в ту же петлю, в которой делали соединение, и вытягиваем петельку на лицевую сторону. Одеваем снятую петлю на крючок и провязываем 2 петли. Дальше у нас идет воздушная петля. Заводим под эту петлю крючок, вытягиваем и провязываем полустолбик. Дальше у нас идет рельефный столбик. В его вершину заводим крючок, вытягиваем нить и протягиваем через петлю на крючке. Сделали еще один полустолбик. Дальше у нас идут воздушные петли. Мы их набирали для ручки. В каждую петлю нам нужно связать по одному полустолбику. И вязать мы будем не в сами петельки, а разворачиваем вот так вот петлю и находим перемычки, которые лежат на изнаночной стороне за каждой петелькой. В перемычку заводим крючок и вяжем полустолбик. Дальше в следующую перемычку заводим крючок и вяжем полустолбик. И так в каждую перемычку, которая находится на изнаночной стороне петельки, мы провязываем по одному полустолбику. Вяжем так по всей длине цепочки из воздушных петель. Обвязываем всю ручку и доходим до рельефного столбика на противоположной стороне. Итак, обвязали петли ручки полустолбиками, и дальше у нас снова начинается узор. Над каждым рельефным столбиком вяжем полустолбик, над воздушной петлей вяжем также полустолбик. Заводим крючок в вершину рельефного столбика и провязываем полустолбик. Дальше под воздушную петлю и провязываем полустолбик. Снова в вершину рельефного столбика
и вяжем полустолбик под воздушную петлю и вяжем полустолбик. И таким образом мы вяжем до следующей ручки. Довязываем до ручки, петли ручки провязываем так же, как вязали вот эту ручку. Разворачиваем косичку из воздушных петель на изнаночную сторону и вяжем полустолбики в перемычке, которые находятся за воздушными петлями. Дальше снова у нас идет узор, рельефный столбик и воздушная петля. Мы вяжем вершину рельефного столбика полустолбик и под воздушную петлю также полустолбик. И доходим до начала вязания. Завершаем вязание этого ряда. Связали мы его полустолбиками. И сразу без соединений начнем вязать следующий ряд. Вязать мы его будем также полустолбиками, только провязываем мы их уже за заднюю стенку петли. Находим самую первую петлю в предыдущем ряду, заводим за заднюю стенку петли крючок и вяжем полустолбик. Находим следующую петлю, за заднюю стенку заводим крючок и вяжем полустолбик. И таким образом нам нужно провязать весь ряд. Вяжем полустолбики за заднюю стенку петли и на ручке, и на основном полотне сумки. Каждую петлю мы провязываем полустолбиком. Вяжем так до конца ряда. Довязываем ряд до конца. И осталось связать еще один ряд. Вяжется он точно так же, как мы только что связали этот ряд. Полустолбики за заднюю стенку петли. Сразу в первую петлю заводим крючок и снова провязываем полустолбик. В следующую петлю за заднюю стеночку. И так вяжем этот ряд от начала до конца. По одному полустолбику в каждую петлю за заднюю стенку петли. Заканчиваем вязать этот ряд. Не довязываем одну петлю до самой первой петли этого ряда. И обрезаем нить. Вытягиваем нить полностью через петлю. И сейчас нам понадобится игла с широким ушком, чтобы сделать соединение и завершить вязание. Одну петлю пропускаем. В самую первую петлю заводим иголочку, вытягиваем вот так нить, затем возвращаем иглу в последнюю провязанную петельку в центр и выводим сразу на изнаночную сторону. Сделали соединение, и хвостик нити необходимо спрятать с изнаночной стороны под петли. Спрятали хвостик, обрезаем ниточку. И сумка готова. Спасибо, что вязали сегодня вместе со мной. И до новых встреч в новых видео.